Привет, это Навальный. Хочется сказать, вот пролетим через тот лес вдали и увидим госдачу Амана Тулеева, бывшего губернатора Кемеровской области, которая почему-то осталась у него, несмотря на то, что он уже больше даже и не губернатор. Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Но на самом деле весь этот лес – это и есть его дачные угодья. Это уже показали некоторые средства массовой информации, но мы вам покажем лучше всего. А главное, что возмутило нас, это именно вопрос о том, почему у него сейчас должна быть эта дача. Тулеев же даже не ушел в почетную отставку. Он 28 лет сидел у власти, развалил абсолютно все, превратил Кемеровскую область в один из самых неблагополучных регионов и стал, среди прочих чиновников, одним из виновников ужасной трагедии. Больше 60 человек погибло в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». И это была настоящая катастрофа, всколыхнувшая страну. Под давлением людей Тулеев был вынужден уйти в отставку, но как он ушел? Это же просто дополнительное оскорбление всем нам и особенно жителям Кемеровской области. Ему каким-то хитрым образом передали мандат депутата Единой России в законодательном собрании. И, судя по всему, он станет его председателем. Он продолжит получать какие-то дичайшие, абсурдные выплаты за звание народного губернатора всех городов и весей. Чиновники в Кемерово придумали специально для Тулеева такую вот извращенную просто схему. Разные города и поселки вручали ему звание народный губернатор или почетный гражданин. И за это ему платили деньги. Всего набегает почти 3 миллиона рублей в год, буквально ни за что. И это в 8 раз больше, чем получает средний житель этой области. Ну и, собственно, ему оставили ту самую резиденцию, к которой мы сейчас с вами и летим. Все достаточно печально выглядит. Малюсенькие домики, покосившиеся заборы, сараи. Конечно, смотреть на такое из окон губернаторской дачи недопустимо. Поэтому резиденция скрыта от внешнего мира примерно 1 миллионом квадратных метров густого леса, который окружает ее со всех сторон. Но для нас он не преграда. Давайте же посмотрим, что там отстроили. И натыкаемся прямо-таки на скопление жилых домов, гораздо более аккуратных и симпатичных. 3 дома общей площадью больше 1000 квадратных метров видны полностью, еще несколько домов видны по краям кадра. Это вообще такая уникальная особенность тулеевской резиденции. Вместо одной большой многоэтажной дачи он построил много одноэтажных. Всего мы насчитали на территории 12 жилых домов. Это как вот собственная деревня. Через всю территорию резиденции проходит дорога. Ее протяженность почти 1 километр. Мы рассмотрели ее внимательно. И это, наверное, лучшая дорога во всей Кемеровской области. Весь лучший асфальт, вот он тут. Стоит ли упоминать, что к резиденции протянута специальная сеть энергоснабжения, газопровод, а также есть собственная вышка сотовой связи. Ее видно справа. А теперь летим чуть-чуть левее и видим хозяйственные постройки. Там на самом деле много чего. На участке больше 40 строений. Какие-то котельные, прачечные, погреба, водонапорная башня, склад и даже собственная артезианская скважина. Так что вся Кемеровская область может завидовать не только лесному воздуху и отличным дорогам Амана Тулеева, но еще и чистейшей природной воде. Тут я должен остановиться и пояснить, что чистый воздух и вода – это важная штука для Кемеровской области. По загрязненности водоемов сточными водами область занимает 7-е место в России, а по загрязненности воздуха – 3-е место. Экология там грандиозная проблема, и прямую ответственность за это несет Тулеев. Это следствие его политики. Так что, когда чиновник строит резиденцию посреди огромного леса, для Кемеровской области это означает, что он получает то, что никому не доступно. Ведь по продолжительности жизни Кемеровская область на 75-м месте в России. Летим вперед, пролетаем мимо старой гостиницы, которую сейчас сносят, и видим искусственный пруд с пирсом и фонтаном по центру. Площадь пруда примерно 4000 квадратных метров, это 40 соток, больше, чем любая дача у Тулеева под боком. Недалеко от пирса стоит дом, похожий на баню. Очень удобно, можно хорошенько напариться, выбежать и, крича что-то во славу Путина, бомбочкой плюхнуться в воду. Давайте еще раз окинем взглядом эти сибирские просторы. Официальная площадь земельного участка тут около 155 тысяч квадратных метров, 15 гектаров. И смотрите, интересный факт.
Соседние лесные земли незаконно захвачены и обнесены забором так, что и окружающий лес стал продолжением резиденции. Это я к тому, что вот все удивляются. Как же так? Сгоревшая зимняя вишня была самостроем, хотя мимо нее многие годы проезжали все областные и городские чиновники. Так это там у них в порядке вещей. Если для губернаторской дачи можно сделать такой откровенный самозахват земли, то уж за деньги вопрос разрешения и оформлений эти же чиновники решат вообще легко. Вот так, друзья мои, и выглядит отставка чиновников путинской России. Проваливаешь всю работу, становишься одним из виновников гибели людей, оскорбляешь родственников погибших, называя их бузатерами. Что хотят, это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузатерит. Уходишь в отставку под давлением народа, и у тебя остается все. От должностей до государственной дачи. И мы с вами, кузбассовцы, конечно, в первую очередь, но в целом все мы должны ему платить и дачу для него содержать. Почему? Я не думаю, что найдется хотя бы один человек в России, готовый хоть копейку отдать для Тулеева. Но наша власть плевала на наше мнение. Поэтому с ней и нужно бороться всеми возможными методами. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.